Колени хрустнули. Всем привет, меня зовут Паша, на этом канале мы говорим, обсуждаем музыку. Настал тот самый месяц, декабрь, если кто не знал. Месяц подведения музыкальных итогов года. Традиционно, как обычно, самые сложные, самые длинные, самые тяжелые в составлении ролики. Конечно же, итоги года. И сегодня мы чествуем первый из трех топов, и это лучшие песни 2022 года. Песен выходило много, какие-то были классные, какие-то не очень, и в этом году я решил сделать 10 лучших песен, а не 20, как в прошлом году. Потому что мне показалось, что будет логичнее уделить каждое время, и чтобы этот топ значил немножко больше. Вот знаете, когда 10 песен, их немного, но при этом вот за каждую, пока ты составляешь этот топ, просто идет невероятная борьба в разуме и в логике. Но у меня получилось, топ готов. Я готов его вам представить. Как обычно, дисклеймер, как бы я ни старался делать эти топы довольно объективно, я всегда стараюсь аргументировать, почему, как, что происходит, давать какую-то свою, ну, насколько возможно, экспертную, критическую оценку, это все равно мой личный топ. Поэтому, если вас что-то не устраивает, это ваши проблемы. Ну и, наверное, давайте не будем тянуть и переходить к топу. Поехали. Место номер 10. Оно нам показывает, что в целом из поп-панка нулевых можно вырасти очень даже круто. This is why I don't leave the house. You say the coast is clear, but you won't catch me out. Oh, why? This is why. Лид-сингл еще только предстоящего в следующем году альбома Paramore встречает нас удивительно взрослым звучанием, которое ты, казалось бы, не ожидаешь от группы, которая свой прайм застала в момент вот этих вот диких поп-панк моментах конца нулевых, начала десятых. И я считаю, что огромный респект группе за то, что они не решили идти по уже заготовленной дорожке для себя и не делать то же самое звучание, которое от них уже много раз слышали, особенно учитывая, что сейчас вот этот вот поп-панк нулевых снова вернулся в нашу жизнь и делают его довольно с переменным успехом, но разные артисты от Оливии Родриго до Машина Ган Келли, Деми Ловато. Но нет, Paramore решают нам выдать такой мощный британский поп-панк, и это звучит невероятно круто. Это такой зрелый, очень роковый саунд, развивающий их иконичный дебютник self-titled Paramore. Наверное, может показаться, что в песне не хватает более яркого какого-то музыкального хука, может в припеве, может где-то на бридже, но при этом ничего из этого никак не просаживает цельное звучание композиции, которое, я считаю, восхитительно приятно звучит и заставляет с нетерпением ждать нового альбома от Paramore. Место номер 9, и оно у дебютанток, которые раньше в моих топах никогда не появлялись. Angelica, she brought her Reagan to the party. Angelica obliterated everybody. I look at my hands, then I look for the door. Can't help but feel like I've been here before. Скажу честно, трек Angelica на дебютнике Wet Leg — это не самая сильная композиция. Конечно же, есть Chase Long, конечно, есть Wet Dream, но, к сожалению, эти песни вышли в 2021 году. Но даже несмотря на то, что Angelica не самая лучшая песня с альбома, ей все равно хватило вот этой драйвовости, вот этой вот какой-то кайфушности, которая присутствует в звучании девчонок из Wet Leg, что песня без проблем вошла в топ-10 на 9 место.
Мне очень нравится, как в песне сочетается весь этот звук, как он переплетается между собой, тем, что она такая довольно комплексная, что, в принципе, можно сказать о любой песне Wet Leg, но тут работает все. Включив песню, ты просто эти 3 минуты максимально кайфанешь, что-то, знаете, подрыгаешься, и поймешь к концу, что вообще без проблем ты эту песню включаешь себе в плейлист, и вряд ли будешь ее переключать, если она тебе попадется. Поэтому я считаю, что это то, что и должна из себя представлять хорошая песня. Место номер 8 у одного из крутейших лирицистов уже, наверное, не только современной музыки, но в целом музыки. Трек The Hard Part 5 не включен в новый альбом Кендрика Ламара Mr. Morale. Это такая прелюдия, которую Кендрик уже традиционно делает, выпуская, скажем так, такую затравочку к альбому. И в этот раз, я считаю, у него получилось, ну, наверное, круче всего. Как обычно, Кендрик — это сложные темы, это много какой-то информации, которую нужно прям читать, переводить. И тут он, как обычно, не подвел это все, завернул в красивое звучание, подал своим великолепным флоу. При этом он в своей манере вот просто выплескивает на тебя какую-то кучу информации, ты просто сидишь ее пожираешь, особенно если ты вникаешь в его темы, его музыку. И Кендрик, как обычно, работает таким, знаете, рупором общества, причем вот своего общества, конкретно вот той группы, которую он представляет, и ну просто трудно представить кого-то другого, кто может сделать то, что делает Кендрик. Место номер 7 занимает композиция и песня группы, о которой я очень много говорил в этом году и даже посвятил им серию подкастов. Grind a smile, gasp, and roll your eyes, and help me to get untied from the chandelier and twizzling round an umbrella. I'll engage you. Композиция Sculpture of Anything Goes, наверное, самая нетипичная композиция на альбоме Arctic Monkeys The Car, потому что эта песня звучит наименее как композиция, которую бы выпустила группа Arctic Monkeys. И, наверное, именно это меня в ней привлекло. Ее такое мрачное звучание, повествование, то, как эта песня очень томно, так терпко, довольно так тяжело и вязко, что я описываю. Как она развивается, я просто ловлю дикие восторги. Мне очень нравится эта стилистика, то, как Алекс Тернер работает со своим материалом, не боится пробовать. И, наверное, эта композиция одна из таких более экспериментальных на этом альбоме, потому что действительно это не что-то, что ты ожидаешь от вот новой эры Arctic Monkeys, которые в таком своем сидят сейчас барокко-роке, барокко-инди, вот где-то там они сидят, и эта композиция просто вот немножко вырывает у тебя почву из-под ног, посмотрев выступление вживую с этой песней, просто хочется немножко сойти с ума. Запахло хамоном, тортильей, паэльей, потому что мы подобрались к месту номер 6. Cierra la pámpara, nada te puede parar. Cierra la pámpara, nada te puede parar. Y ya, toca el estilo,
Fuck el stylist, fuck el estilo. De la tijera y ya. Cógela y córtala 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 y ya. Cógela y córtala. Cógela y córtala. Саоко — это в целом очень странная композиция от Розали. Она такая вся построена на дисторшене, минутках самоповтора. Но это звучит так органично в ее исполнении, так интересно, что тебе не кажется это минусами. Ты начинаешь это воспринимать как что-то новое, что-то необычное, что Розалия пробует в латинской музыке, которая, наверное, застряла особенно в наших мозгах в какой-то стигме, и то, как она это интересно и здорово ломает, звучит потрясающе круто. И вот я решил выбрать именно трек "Саоко" как, представителя в этой категории, скажем, ломающих стереотипы, испаноязычной музыки. Ну, а место номер 5 приглашает вас всех на танцпол. С первых моментов, как я послушал альбом Renaissance от Бейонсе, мне казалось, что Cuff It намного более логичный выбор и сингла, и песни, и непонятно почему Break My Soul стала лид-синглом, потому что Cuff It — это идеальная танцевальная диско-композиция, где Бейонсе звучит к месту, где она звучит органично, где она не пытается заигрывать с какими-то кринжовыми фразами, которые проскакивали то тут, то там на всем альбоме Renaissance. Cuff It — это просто максимально приятная песня, которую, включив в наушниках, я слушал ее уже и в клубе, и она везде работает просто на все 100%. Она настолько легкая, и у Бейонсе получилось ее очень легко исполнить, хотя у нее вот есть моменты того, как она исполняет музыку, очень тяжело, много вот этого гроулинг, да. А тут этого ничего нет, и это работает классно. Ты сразу включаешься в это звучание, тебе здорово. Хочется просто, вот знаете, идти по улице немножко в припляску, когда слушаешь такую песню. Я считаю, что это просто вот бриллиант альбома Renaissance и просто великолепная композиция от Бейонсе. Ну а место номер 4 доказывает, что иногда достаточно просто красивого повествования. Мне песня The 30th, The 30? The 30 запала просто с первого прослушивания. Мне очень понравилось то, как Билли Айлиш тут поработала над текстом, сделав его максимально простым, максимально понятным, но при этом настолько кажется он глубоко звучащим, потому что явно она говорила о чем-то, что ее очень сильно потрясло в жизни, и она сама это сказала, что это про какой-то один из самых страшных дней в ее жизни, и вот она села написать эту песню, чтобы как-то выплеснуть свои эмоции, и это слышно, и при этом она не пытается тут прятаться за каким-то оверпродакшеном Финиаса, просто изливает свою душу, и такие композиции просто сами по себе работают, потому что они настолько вот честные, откровенные, как вот такой вот оголенный нерв. И, конечно, особенно это слышно в клаймаксе композиции, когда начинается вот это все вот кричать с гитарой, вот это все мощно взаимодействовать, что вот кажется, ты прям набираешь воздуха, и в какой-то момент просто перестаешь дышать, и она резко это все сбрасывает обратно. Ну, это здорово. Просто я не очень понимаю, почему именно трек "TV" пытались как-то промоутить из тех двух песен, которые она выпустила, когда трек
30. Просто невероятно сильная и такая вкусная композиция. Ну и мы подобрались к тройке лидеров, между прочим, и песня на третьем месте доказывает, что танцевальная, диско, такая feel-good музыка все еще может быть абсолютно великолепной. У Лизzo, ее команды, ее продюсеров получилось выполировать диско-стиль в современной обработке, ну, наверное, на максимум. Вот прям сильно лучше, наверное, сделать не получится. Это настолько приятная, танцевальная, легкая, светлая композиция, которая просто заряжает тебя невероятной энергией, позитивом, каким-то желанием просто отпустить себя, свои проблемы, и просто вот упасть в эти 3 минуты, приятности, что просто, ну, невероятная работа была проделана с этой композицией. Просто браво Лиззо за правильный посыл, за то, что она, несмотря на то, что двигается дальше как артист, остается собой. Она вот не теряет свои фишечки, и когда случаются такие вот потрясающие композиции, это все складывается в одну целую, очень здоровскую картину. Ну, а мы подобрались к месту номер 2, и тут интересный кейс, потому что, вот знаете, в один день ты странный, очень проблемный ютубер, который творит много всякой дичи, за которую тебя отменить просто в один щелчок можно, а потом ты берешь и выпускаешь одну из лучших баллад года. Watch out. Cause sometimes I look in her eyes, and that's where I find the glimpse of us. And I try to fall for her touch, but I'm thinking of the way you are. Said I'm fine, said I move on. I'm only here passing time in her arms, hoping I'll find a glimpse of us. Не знаю я, как у Джоджи это получилось, но композиция Glimpse of Us, ее неожиданный взлет в чартах, то, как ее поддержали в ТикТоке, на Spotify, ну просто что-то невероятное сложилось вот вместе и выдало такой мощный результат, но песня Glimpse of Us, ее текст, то, как она в целом довольно легко инструментально сделана, опять же, работая на эмоцию, на нерв, ну вот какая-то, наверное, магия произошла у Джорджа в этот момент. И, естественно, ничем он не перебил на своем альбоме Sweetness эту песню. Да и не надо было, потому что зачем омрачать такой бриллиант? Вот знаете, эта песня настолько хорошая, что даже вот этот тиктоковский звук с ней, когда ее начинают петь в припеве голосом, не знаю кого, Кермита или еще чего-то, даже это не портит впечатление от данной песни. А это прям сложно. Ну что, мы вроде как подобрались к первому месту, но тут у меня, внимание, сюрприз. Мы будем сейчас говорить о 3 композициях. И нет, я не нарушаю свои правила. Первое место, настоящее первое место займет только одна из этих композиций. Но я поговорю о 3. Что за тупизм, спросите вы? Сейчас все объясню. Дело в том, что в этом году много музыки окружало меня и нас, и всех остальных, и я считаю, что есть еще 2 песни, которые я обязан упомянуть, которые технически не могут занимать какие-то места в этом топе, потому что я все-таки следую правилам и говорю только о песнях 2022 года, но я хочу обсудить эти песни, я хочу поговорить о них как раз-таки где-то в около рамках первого места, но не давая им каких-то, естественно, определенных мест. И первая из этих 3 песен, о которой я хочу поговорить, это If only could
and make a deal with God, and I get him to swap our places. Be running up that road, be running up that hill, be running up that building. See if I only Ну, естественно, не хотелось обделить вниманием просто невероятную историю воскрешения уже когда-то бывшего хита Кейт Буш с абсолютно иконического альбома Hounds of Love. Это Running Up That Hill, Deal With God. И, к моему счастью, я знал эту песню и этот альбом еще до того, как четвертый сезон «Очень странных дел» ну, не просто подарил вторую жизнь песне, а, можно сказать, просто вознес ее до невероятных высот, до первых мест в чартах, какое-то дикое количество новых слушателей, поклонников. И я невероятно этому рад, потому что сама песня, да и сам альбом, я просто не могу не нарекомендовать его. Если вы не слушали альбом Hounds of Love от Кейт Буш, настоятельно рекомендую, потому что весь этот альбом наполнен таким же осмысленным, глубоким, потрясающим сторителлингом от Кейт Буш, и это альбом, который она целиком и полностью продюсировала сама, так же, как и эту песню, то есть весь звук, все, что вы слышите, это не работа каких-то там кучи продюсеров, это все сделано руками одной Кейт Буш. Это просто невероятно. Сама песня тоже звучит просто магически, великолепно. И такой, знаете, настоящий матерый проверенный хит, который абсолютно заслуженно получил среди молодежи новый виток славы. Ну что, и мы подобрались к первому месту. Песня года. И песня года в этом году удивительная вещь. Потому что я не помню такого в последние много-много лет, когда действительно лучшая песня года становится еще и самой популярной песней года у слушателей. Go home, get a headlight, speed in an ad. I don't wanna talk about the way that it was. Leave her, married, got 2 kids, follow her. I don't wanna talk about us doing it first. As it was, you know it's not the same as it was. As it was. As it was. Это просто невероятная композиция. Я считаю, что очень многие люди ее недооценивают, сравнивая с какой-то простенькой поп-песней, в то время как я разительно не согласен, потому что все составляющие композиции As It Was от Гарри Стайлза созданы не по концепции типичного хита. Абсолютно все составляющие этой песни, начиная от фактически отсутствующего припева, очень такого лоу-ки бриджа, который не выделяется. Все составлено как самый нетипичный хит. То есть потенциально эта песня сделана так, что она не должна была стать хитом. И то, насколько невероятно популярной она стала, мне правда немного взрывает мозг, потому что это дико качественная, очень четко сделанная композиция, в которой вот этот вот легкий диско-вайб очень умело смешали с синти-попом. Это все обрамили в целом довольно осмысленным текстом. Тут уже, естественно, заслуга Гарри Стайлза. И то, как он ее исполнил, то, насколько хорошо эту песню продвигали. Естественно, ну, не может быть просто других вариантов, как не назвать эту абсолютно потрясающую, великолепную композицию, которая, я надеюсь, мощно останется в истории музыки этого десятилетия. Я прям на это надеюсь, потому что эта песня настолько крутая, что она этого заслуживает. И просто хочется вот похлопать всей команде Гарри Стайлза и тем, кто делал эту песню. Ну и так как первое место, настоящее первое место мы уже отдали, осталась, как я обещал, еще одна композиция, о которой я не поговорил. И эта композиция тоже не может соревноваться в этой категории, потому что она вышла
несколько лет назад, и я никогда ее до этого года не слышал, я даже не знал этих исполнителей, но во многом эта песня стала для меня одной из главных в этом году, и она не особо хайпилась даже со всеми событиями, которые происходили, но вот почему-то во мне она нашла просто какой-то невероятный отклик. И знаете, я вот тут сейчас рассуждаю о том, что есть какие-то правила, нельзя что-то ставить на какое-то место, но знаете, о каких вообще правилах может идти речь, когда в этом году все, мне кажется, доказало то, что никаких правил человеческого разума и достоинства больше не существует. Я тут рассуждаю о том, кому я могу и не могу давать какие-то первые места, и для меня во многом данная композиция стала, ну, своего рода, наверное, гимном, очень печальным гимном этого года. И, наверное, именно поэтому я хочу закончить свой топ именно этой композицией. Пишите свои комменты внизу, обязательно расскажите мне про свои любимые песни этого года. Я с удовольствием почитаю, обсужу с вами все. Спасибо за поддержку ролика. Это очень все долго готовится, думаю, вы об этом знаете. Буду очень благодарен за комменты, лайки, все что угодно. И у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Слушаем песню года. Всем пока. Справа в тому, що у мене немає дому, і за правилом доброго тону, як за правилом доброго ремені, я згадаю, з якого я племені, пригадаю, з якого міста, я чекаю на своє речі, мені просто нема де сісти, написати свої